Друзья, 4 ТВ-бокса, я думаю, нужно их забатлить, потому что я уже делал на них обзоры, и мне начали писать в комментариях, а давай сделай батл, знаешь, так, сухих цифр. Я честно вам скажу, я очень люблю что-то запускать, что-то тестировать, но батл сухих цифр мы проводим с вами практически впервые. При том, что я делал абсолютно на все вот эти ТВ-боксы обзоры. Это Rocktech G2, Rocktech GX1, Mion 1 и Xiaomi TV Box S третьей ревизии. Да, все имеют Dolby Vision, Dolby Atmos, все актуальны в 2026 году, поэтому на канале Технозон такой мега батл. Подписываемся, нажимаем колокольчик, поехали. Технозон. Ну, слушайте, я их откладываю. Ссылки на обзорчики лежат в описании под видео. Ссылки на проверенных продавцов, где их можно купить, лежат в описании под видео. Если вы вообще не знаете, где в Украине купить нормальные ТВ-боксы, то наш магазин technozone.com.ua вам в этом поможет. И тоже ссылка в описании под видео. Для того, чтобы забатлить это все дело, я создал таблицу. Уж если хотите сухие цифры, то давайте сухие цифры. Потому что по каждому из этих ТВ-боксов, если вам что-то непонятно, вы идете в обзор и смотрите. Дело в том, что эти 4 ТВ-бокса здесь не зря. ТВ-боксы действительно актуалочка 2026 года, и их всех объединяет именно сертификация Google, наличие Netflix, DRM-L1 и многоканального звука, а также наличие минимального количества проблем. Ну и, конечно же, тут нужно уже учитывать фишки искусственного интеллекта, картинку и тому подобное. Поэтому начнем мы все это дело батлить с... Давайте так я подвину чуть, чтобы он нам не мешал. Как-то он так чуть-чуть у нас наехал. О, вот так вот будет красота. Для того, чтобы нам что-то начать батлить, нам нужно понимать сами по себе ТВ-боксы. Дело в том, что Xiaomi это старый, проверенный вообще уже такой боец, который, честно говоря, полный бестселлер, как и GX1 бестселлер и Rocktech бестселлер. Но тут врывается к нам Mion 1, который, честно говоря, наделал шума, а на самом деле оказался абсолютно полной копией Xiaomi бокса, вот этого ТВ-бокса третьей ревизии. По процессорам. Да, новый процессор AMLogic S905X5M ставится и в Xiaomi TV Box, и в Mion. Что за процессор? Я даже делал себе небольшие пометочки. Смотрите, это тот же Cortex A55, S9 Gen 6 семейства. Он 6-нанометровый и 2,5 ГГц, плюс есть 1 мегабайт кэш третьего уровня. Ну, конечно же, память у него там 3200, LPDDR4, LPDDR3 он не поддерживает, и как бы вот все очень неплохо, у него очень много разных приколов. В частности, конечно же, это наличие фишек искусственного интеллекта по AISR, так называемая AI Super Resolution. И ТВ-бокс, Xiaomi TV-бокс третьей ревизии имеет такой процессор. Так же, как и Mion имеет такой процессор. Допустим, тот же самый GX1 имеет процессор Realtek 1325. Это, кстати, процессор очень интересен тем, что он очень классно работает со звуком, и у него есть обвязка по этому самому звуку вплоть до Dolby True HD, Dolby Atmos, и, конечно же, у него одна из самых лучших картинок на рынке. Но это 12-нанометровый процессор, что самое интересное. Он выпущен тоже в 2024 году и имеет 1,7 ГГц и всего лишь 512 килобайт третьего уровня. И нельзя сказать, что он плохой. И у нас на 4-м месте Rocktech G2 стоит, AMLogic S905 X4K. Это по сути тот же самый AMLogic, только не такой разогнанный. У него кэш общий 1 мегабайт, то есть он не разделено на первый, второй, третий уровень кэшей. У него всего лишь один кэш. Плюс он поддерживает LPDDR3 и LPDDR4, что в принципе становится для него лучше. И, конечно же, он немножко медленнее, потому что он 2-гигагерцовый. Но при этом он не хуже. То есть почему, я вам объясню сейчас вот такой интересный батл. Во всех этих случаях все ТВ-боксы имеют одинаково нормально работающий интерфейс, и зачастую, допустим, AMLogic S905 X4K в исполнении Rocktech G2 более предпочтителен, потому что интерфейс работает интереснее.
А почему он работает интересней? Потому что мы сразу же, вот мы будем с вами, наверное, делать пометочку, какие мы с вами будем проходить пункты, чтобы потом к ним не возвращаться. Давайте желтую заливочку. И почему мы сразу переходим, это имеется в виду у нас платформа. Так вот, у нас на iMlogic S905X4K стоит Android TV 14. Это не Google TV. Это Android TV. А на том же Xiaomi TV Box третьей ревизии на Mi Cool Mi On 1 на Rocktech стоит Google TV. Google TV хуже, у него нет кастомизируемо передвигаемых полос рекомендаций, у него невозможно удалить полосы рекомендаций, и есть определенные моменты, например, вызов того же самого Google Play Store по голосовой команде, либо нужно лезть в настройки и искать, допустим, это приложение где-то в сугубо каких-то там глубоких настройках. В Android TV все проще, он стабильнее, интереснее, и поэтому вот здесь конкретно у нас в связке процессора и операционной системы, я даже пометил это зеленым, выигрывает iMlogic S905X4. Отметили. Теперь дальше, GPU. Если кто-то думает, что будет сильно большая разница между GPU на процессорах iMlogic S905X5M, которые 2,5 ГГц, и CPU и GPU, например, того же самого iMlogic S905X4, то нет. У нас, получается, здесь стоит Mali G31 в Rocktech G2, а в Xiaomi TV Box S и в Mi Cool Mi On 1 стоит графический процессор ARM Mali G310 V2. О чем идет речь? О том, что у нас здесь 1000 МГц частота самого GPU, здесь у нас 850 МГц. И да, в G310 заявлено там и OpenCL 3.0, и OpenGL ES 3.2, и Vulkan 1.2, и он имеет 52 гигафлопс, а G31 имеет всего лишь 21 гигафлопс. Но давайте так, я вас разочарую, это ни на что не влияет, кроме на какие-то Android TV игрушки. И притом мощные вы здесь все равно не запустите. Потому что декодирование видео в ТВ-боксах выполняет не GPU, а VPU. Видеопроцессор юнит, который расположен на самом процессоре. Именно он занимается декодированием, и именно там уже есть определенная разница. Так вот, никоим образом на производительность самого, допустим, там ТВ-бокса это не влияет, это всего лишь влияет на отрисовку интерфейса. А для интерфейса даже G31 это много, потому что там справлялся еще даже Mali 450 MP. А вот в случае с Rocktech GX1 стоит намного интересней, стоит Mali G57, который в 2,1 раза быстрее, чем даже Mali G310, то есть у него 121,6 гигафлопс. Ну так уж сложилось, поэтому по видеокарте, по видеопроцессору у нас выигрывает Rocktech GX1. По памяти. Дело в том, что память в Xiaomi TV боксах и Mi On у нас 2 гигабайта DDR4, а в Rocktech у нас по 4 гигабайта. И здесь уже компания Rocktech, конечно же, лидирует. В сочетании, допустим, с Android TV в Rocktech G2 это вообще отлично. У нас Android TV менее прожорливый насчет памяти. И сочетание, допустим, там 4 гигабайта для Google TV более-менее классно работает. А вот 2 гигабайта в Xiaomi Mi On 1 иногда дает притормаживание интерфейса. Но при этом это не влияет на проигрывание контента. И если вы хотите проигрывать, например, там какой-нибудь нестандартный момент матрикса, если все вот продвинутые пользователи вы поймете, о чем я говорю, то обычно тут не возникает никаких проблем. По раму понятно. По рому 32 гигабайта eMMC хранилища практически у всех, кроме Rocktech G2. У Rocktech G2 есть версия на 64 гигабайта. И, конечно же, в этом он тоже лидирует. И тут у нас уже получается такая интересная ситуация даже на старте. Казалось бы, процессор слабее, а, допустим, в конфигурации в этой работает он интересней. Ну ладно, дальше посмотрим. У нас есть с вами LAN. LAN-адаптер. LAN-адаптеров в Xiaomi нет. То есть RJ45 порта под обыкновенный сетевой кабель нет. Его можно сделать через переходники. У меня сейчас нет на столе такого переходника, но через переходники его можно сделать и получить максимум 250 мегабит кабельный интернет. А вот в Mi Cool Mi On 1 и в Rocktech GX1 всего лишь по 100 мегабит. А зато в Rocktech G2 1000 мегабит. А теперь представляем, да, ситуацию, что мы с вами имеем уже на текущий момент
И пошли по Wi-Fi. Wi-Fi 5 ГГц у всех представлен примерно одинаковый, одинаково примерно работающий, кроме Xiaomi Mi Box. Он слишком плотная компоновка, он до 300 мегабит, 280 это то, что я в пике видел. Все остальные 350-383. Ну, Mali Rocktech GX1 даже выдавал у меня там до 400 мегабит. Это, в принципе, хорошие цифры для всех. Как, в принципе, и Wi-Fi 2.4 обычно это мусорный для меня диапазон, и 60 мегабит у Rocktech GX1 и у Xiaomi Mi Box. И что самое интересное, у Rocktech G2 мы получали в пике 122, а вот у Miona мы даже получали 250 мегабит в пике на 2,4 ГГц. И этот блок мы с вами пока что заканчиваем. Вот так вот. И переходим уже к фишкам. А фишечки тут очень даже прикольные. Google Cast есть у всех, работает одинаково. Хорошо. Netflix, Dolby Vision, Dolby Atmos у всех одинаково, при этом еще и поддерживается автофреймрейт. Dolby Vision 5 и 8 профиль все одинаково. Если у вас Rocktech имеет возможность загружать Core LEC, то там еще и 7 профиль. Но мы про это не говорим, потому что Core LEC с обновлением чуть поломали, ждем исправления. HDR 10, 10 плюс у всех ТВ-боксов одинаково, и тут начинаются фишки искусственного интеллекта. Так вот, хуже всего у нас отработал, давайте здесь даже пометочку сделаем, хуже всего у нас отработал Mion 1. Он не имеет ни одной фишки искусственного интеллекта, ну не реализовали, несмотря на то, что здесь iMlogic S905 X5M, который имеет AI-SR, Xiaomi Mi Box S имеет, TV Box S третьей генерации имеет AI-SR, но не имеет таких технологий, как AI-PQ, VS10, либо HDR 8 бит. Просто нет. Вот эти все технологии имеет в себе Rocktech GX1. И действительно для старых телевизоров, либо, допустим, для такого более-менее слабого контента он подходит намного лучше, чем его конкуренты все. Смотрите, VS10. VS10 это технология, которая позволяет конвертировать Dolby Vision и HDR в SDR изображение, а, допустим, тот же самый AISR это суперрезолюция, и IPQ это контраст и яркость, которую он регулирует на лету для каждого из кадра. А вот в Rocktech G2 сделали, у него хотя нет и ISR, и AIPQ, у него с последним обновлением сделали поддержку HDR 8 бит, это когда он на лету конвертирует 10-битные видео, допустим, HDR в 8-битный HDR для старых телевизоров, либо для слабых телевизоров, у которых есть физическое ограничение матрицы 8 бит плюс FSR. Помогает избежать бандинга и, грубо говоря, там, FRC, а не FSR, FRC, и активировать FRC. То есть, в принципе, это вот это получше, чем, допустим, у Mion, но AI-SR нет, но при этом это и проц не тот. По звуку примерно все одинаковые. У нас почти все имеют Dolby True HD. Единственное, я не получил на Mi Box Dolby True HD. Хотя могу ошибаться, может быть, с каким-то обновлением поправили, но суть-то дело. Dolby Digital Plus имеют все, DTS имеют все и DTS HD в пробросе имеют все. Но Rocktech GX1 дополнительно имеет еще Dolby Atmos через Dolby True HD. Немаловажный аспект. Давайте мы это отметим. И у нас сейчас вот в сухом остатке останется то, что как бы ни старались и не пихали в какие-то модели iMlogic S905 X5M, которые мощнее, то может такое случиться, что на более слабом процессоре будет выгоднее покупать TV-бокс, интереснее. По USB. В Xiaomi Mi Box 1 USB 2.0, в Rocktech и в Mikule 2 USB 2.0, а вот в Rocktech G2 есть USB 3.0 плюс USB 2.0. И при взаимодействии с внешним жестким диском либо SSD это намного интересней. Автофреймрейт есть у всех, но хочу сказать, что есть еще и VRR QMS, который заявлен у 3 Google TV боксов, у Rocktech G2 QMS нет. QMS это переключение частот без ухода в черный экран. По кодекам все поддерживают стандартно AV1, VP9 и 264, 265 кодек. Ничего интересного нету. По пультам тут у нас чуть-чуть интересный момент. Дело в том, что у Xiaomi вот такой вот пульт, он абсолютно самый простяцкий, с инфракрасным портом, и, честно говоря, мне не нравится. У всех 3 остальных ТВ-боксов вот такой вот расширенный Bluetooth пульт. Все 4 модели имеют дополнительную инфракрасную опцию для регулирования звука, питания и, допустим, источника переключения вашего телевизора. А вот по тому, кто производит эти ТВ-боксы, тут уже интересно. Вперед у нас вырываются Xiaomi TV Box 3 ревизии Rocktech
G2, потому что это Sai Robotics, а вот Micool, Mion и Rocktech GX1 производит Skyward Digital. У Skyward Digital есть такой момент, тяжелее они исправляют какие-то баги и детские свои шалости, скажем так, не шалости, а проблемы прошивки. Sai Robotics стабильнее прошивки, Xiaomi тоже стабильнее и тоже выпускают достаточно долго обновления. У меня до сих пор еще Mi Box 3 именно самой первой ревизии работает. А вот теперь по цене. Xiaomi Mi Box 3, ну давайте мы сейчас с вами, наверное, перейдем и посмотрим по ценам. TV Box 3, хотя я вам и дал ссылку на $60, но их тут осталось всего лишь 51 штучка. Когда они закончатся, будет беда. Я вам рассказываю почему. Смотри, идем на AliExpress. Вбиваем, ну давайте Xiaomi TV Box Second. И видим, что уже у них цены, ну вот этот мы видим еще 62, 60, 60. В остальном всем цены уже пробиваются до 100, 112, 126, 130 долларов, потому что старые остатки, когда уже выторгуются, будет проблема. Но на текущий момент в этом топе это самый дешевый TV-бокс, хотя мы с вами понимаем, что у него нет ни LAN адаптера, один USB порт, да, 2.0 и немножко куцый пульт. Плюс 2 гигабайта оперативной памяти. Micool Mion 1, его конкурент прямой, имея, допустим, те же самые LAN-порт 100 мегабит и плюс 2 USB, он стоит уже 112 долларов. Что из них двоих выбрать, честно говоря, решать вам. Я однозначно выбрал бы из этого Xiaomi TV Box 3, потому что у него есть AISR, это если между ними выбирать. Теперь третий в списке топа стоит сейчас 107 долларов. Да, он стоит уже дороже 100 долларов. И, в принципе, если вы хотите, можно купить в Украине, он стоит столько же, с промокодом Технозон будет стоить дешевле, еще и подарок, предоплата Nexon и Sweet TV, тариф максимальный, не максимальный, да, максимальный Nexon и тариф L в Sweet TV по 6 месяцев подарок мы даем. Но суть-то дела, TV-бокс действительно стоящий. По ценам G2 сейчас стоит 129 долларов за версию 4х32, но что еще есть у Rocktech, чего не отмечено в таблице? Он делает всех потому, что у него есть поддержка T2 и S2. Да, у Rocktech есть поддержка T2 и S2. Я почему не включал туда дополнительный? Потому что у него есть еще дополнительно T2 и S2 тюнер. Его можно приобрести с этими тюнерами. При этом вы можете это сделать у нас на сайте. Можете купить смарт-ТВ приставку на technozone.com.ua 4х64. Именно 64-ю версию с промокодом Технозон. С предоплатами Nexon и Sweet TV. И попросить при звонке с горячей линии положить вам, например, T2 модуль. И у вас будет с T2 модулем. Да, это будет чуть дороже. Но давайте теперь в сухой остаток. Сухой остаток у нас таков, что, например, тест Antutu у нас 183 тысячи баллов на Micool и на TV Box S. 144 тест Antutu на Rocktech GX1, а 89 тысяч на Rocktech G2. Но помогает ли сухие цифры, допустим, попугаи, как я их называю, смотреть контент? Нет, не помогают. Контент будет проигрываться на всех ТВ-боксах одинаково в плане, допустим, быстроты воспроизведения. Потому что все равно 24 кадра. Вот что такое фильм? 24 кадра. YouTube тягают все. А вот по картинке, картинку Realtek 1325 дает лучше. Намного лучше. Картинка iMlogic S905X 4K и iMlogic S905X 5M практически одинаковая. Вы можете единственное с помощью AISR на Xiaomi TV Box получить улучшение низкобитрейтных каналов, либо слабых каких-то старых видео. Но если брать в расчет еще и старые телевизоры, то Rocktech G2 имеет преимущество в виде, допустим, Dolby Vision HDR8. И для старых телевизоров Rocktech GX1 будет вообще самый более предпочтительный, потому что он правильно конвертирует контент. И в таком, вот он сейчас, кстати, 112, видите, подорожал. И в таком сухом остатке для меня есть некоторый топ из этих 4 ТВ-боксов. Micool Mion 1 вообще никуда не взлетает. Если вы ориентируетесь на минимализм и передовые технологии, то, конечно же, потом идет Xiaomi TV Box 3 ревизии. Если у вас старый телевизор, но вы хотите смотреть яркую, классную картинку на HDR, Dolby Vision Content, конечно же, Rocktech GX1. А если вы хотите стабильность, универсальность, 1000 мегабитный LAN и для слабых HDR телевизоров, то идет лучше всего Rocktech G2. Я могу сказать вам со своей стороны, что выбрал я. Я пользуюсь постоянно Rocktech G2 на текущий
текущий момент. Для проекторов использую Rocktech GX1, потому что он конвертирует именно под проектор, он SDR, да, там какой-то яркий, но под него можно законвертировать очень классные цвета. Вот на Rocktech G2 классно смотреть именно, давайте так, на нем охренительно смотреть 4К контент. И я его подключаю к своему LG, конкретно к LG 4К, большой 55-ки, на нацел который, и кайфую, честно вам скажу. Netflix для меня основополагающий. А если вы хотите минимализм, то вот я вот действительно, я использую и Xiaomi, но Xiaomi я использую под IPTV, конкретно под AISR. То есть какие-то каналы, какой-то OTT-сервис, какой-то, вот для этого Xiaomi. Маловато памяти для разворачивания какой-то бурной деятельности, потому что для меня более 4 гигабайта подходит, вы поняли, да, для чего. Вот такой вот у нас небольшой батл. Для меня выглядит следующим образом. Для меня топ G2, потом идет GX1, потом TV-Box S 3 ревизии и Mion. А вот если брать уже цену, то основополагающим у нас идет по цене первым Xiaomi TV-Box 3 ревизии, потом идет Rocktech G2, потом идет Rocktech GX1, но надо учитывать, что у него есть детские болячки. Потом я ставлю Rocktech G2, а Micool Mion 1 ставлю на последнее место все-таки из-за его ограниченности. Есть как есть, пишите свои комментарии, будем обсуждать. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.